но мы сегодня поговорим о монетизации помимо продажи готовых изделий. Здравствуйте, дорогие мои друзья, добрый вечер. Маякните мне кто-нибудь там, как у меня со звуком. Девочки, кто подойдут позже, можно потом все будет посмотреть в записи. Я сразу представлюсь, меня зовут Татьяна Чакур, мне 46 лет, живу я в городе Минск, Беларуси. Все, вижу, слышно, спасибо большое. И сегодня я хочу с вами поговорить о монетизации наших рукодельниц, потому что в основном почему-то думают, если занимаешься рукоделием, я сегодня не только вот про вязать сейчас говорю, а вообще кто занимается, да, ручками своими, что-то красиво делает, все думают, что продавать можно только вот если вяжешь на заказ, да, или какие-то готовые изделия. Здравствуйте, девочки. Давайте так договоримся. Я сначала вам расскажу то, что я хотела рассказать, а уже в конце эфира вы будете мне задавать вопросы, и я на них отвечу. Хорошо? Договорились? Вот. Продолжаем. Я сегодня буду рассказывать только на своем опыте. То есть то, что прошла я, какие сделала выводы из того, что я делала, я вам сегодня и расскажу. Начнем с того, кратенько, как я все-таки начала вязать крючком. 3 года назад я работала в ресторане администратором, и мой ресторан закрылся. До этого я работала около 10 лет в ресторанном бизнесе, и я осталась без работы. Ну и что делать? Стала искать работу в той же области, но почему-то мой возраст уже не нравился, 43 года, никому, все хотели молоденьких более, опыт не важен был почему-то. Кратко скажу, работу найти уже не могла. Ну и я плюнула на все это, думаю, все, больше я искать не буду, надо чем-то другим заниматься. И я случайно, так, что это мне здесь прислали, ага. И я случайно увидела в интернет работы из трикотажной пряжи. И мне так стало интересно, вообще я на тот момент не вязала. То есть я когда-то, бабушка меня учила вязать спицами, но крючком я вязать не умела. И тут я решила попробовать, купила крючок, купила пряжу, что-то там крутила-мутила, у меня ничего не получалось. Я стала где-то учиться там на YouTube на роликах. И что-то у меня там уже получились, какие-то корзиночки. И дочка мне говорит: мама, давай я тебе сделаю страничку в Инстаграм, и ты будешь выставлять свои работы. Сразу скажу, на тот момент я не собиралась ничего там вязать на заказ, что-то продавать. Тем более я не думала, что это будет моя работа, и что это будет постоянный источник моего дохода. То есть тогда у меня таких мыслей не было. Мне просто было интересно. И я вот вязала. Дочка мне делает аккаунт, это вот она название софт-декор придумала, делает мне аватарку, фотографирует мою корзиночку, и мама, все, дерзай. Ну, то есть дальше ты уже сама. Я как, а что? Я даже не умела и телефоном-то пользоваться толком, фотографировать не умела. Он говорит, Google тебе в помощь, учись, и говорит, сейчас Инстаграм это модно, давай, мама. Вот. И что вы думаете? Я только стала выставлять вот эти свои маленькие корзиночки. Во-первых, я стала изучать телефон. Как же им пользоваться? На тот момент я фотографировала iPhone 4, дочка мне свой дала, ей какой-то там были новый купили. И я вот этим айфончиком маленьким научилась фотографировать. Я поняла, что надо возле света, то есть, что электрический свет не очень хорошо. Как-то вот сама никто меня не учил, никто мне не подсказывал, никаких наставников у меня не было. Я вот сейчас смотрю на своих девочек, с которыми я общаюсь, своими подписчицами, я вам просто завидую, что вам сейчас столько дают информации. У нас этой информации было тогда просто 0. Вот, все сами мы доходили. И вот, когда я стала уже выставлять более-менее такие фотографии, я старалась сразу, хорошие такие, на однотонном фоне. Я купила себе холст, сразу говорю, сколько у меня было вложений, там, $10. И, да, штатива у меня еще тогда не было. Все, и был у меня только телефон.
И у меня сразу стали эти корзиночки покупать мои подруги. Как только я их выставила в Инстаграм, они у меня стали улетать. И так получилось, что мои подружки стали эти корзиночки как бы рекламировать, то есть стало работать сарафанное радио, и стали заказывать их подружки. И так вот как-то пошло-пошло, и мне приходилось их вязать, потому что у меня их уже заказывали. Я думаю, ну здорово, какие-то даже деньги даже мне платят за это. И один раз мне это даже не моя знакомая тогда была, просто подписчица как-то увидела мою страничку, спросила, могу ли я связать один рюкзак, и она мне прислала фотографию. Кто мои подписчики, недавно я пост выставляла несколько дней назад, я рассказывала про этот первый рюкзак, как он у меня появился и как у меня первый мастер-класс появился. Так вот, когда она мне попросила связать этот рюкзак, я, конечно, не знала, как его вязать, но я согласилась взять этот заказ. Я быстренько везде стала смотреть, как вязать крышечку, как вязать донышко, как там эти стеночки. Я его связала, продала. Она выставляет себе с этим рюкзачком. И опять сработало сарафанное радио. Все, у меня пошли заказывать эти рюкзачки. Я думаю, о, и деньги хорошие. Я цену сразу ставила нормальную, я никогда дешево не продавала свои изделия. Вот скажу, кстати, у многих тоже возникнет вопрос, как я ставила цену, когда я начинала вязать. Я считала, сколько у меня уходило материала. Неважно, корзиночка это или сумочка. И если это сумочка, то сколько уходило туда еще там фурнитуры, если там подкладка ткани, а шила я в ателье, то есть за работу. И столько, сколько у меня уходило, я ровно 50% прибавляла. То есть не 50, а 100% прибавляла. Допустим, если уходило там $20, то я $20 еще прибавляла. Вот. И я так изначально себе наметила, что я буду ставить такие цены. Потом, конечно, я это уже все дороже продавала. И никогда я их не уменьшала. Вот. Это я к тому, что цените свой труд, свои ручки. Так вот, продолжаю дальше. Как только я стала вязать на заказ вот этот рюкзачок, я стала уже придумывать какие-то другие модели, и они у меня тоже хорошо шли на заказ, у меня делали заказы, у меня готового ничего не было, то есть я только на заказ вязала. И один раз уже ко мне обратилась одна мастер по поводу вот первого моего рюкзачка, говорит, а может у вас есть мастер-класс на такой рюкзачок? Я говорю, есть, через пару дней будет. Было мне, конечно, очень страшно так отвечать, потому что снимать я не умела. И я не знала вообще, как это что. Я только там мини-ролики минутные снимала, там, где без голоса, под музыку в Инстаграм. А вот чтобы такой полноценный ролик я еще не снимала. Мне пришлось купить какой-то дешевый штатив, я заказала на Алиэкспрессе. И тоже я все снимала всегда на телефон. Вот к чему еще хочу сказать, да, про гаджеты, что, девочки, не обязательно, чтобы у вас была какая-то дорогая техника. Я до сих пор, уже 3 года снимая и имея свой YouTube-канал, я все снимаю на телефон. У меня нет ни камеры, ни фотоаппарата. Единственное, что iPhone у меня же сейчас там не 4, а там 8 плюс, по-моему, тоже. А дочке мне что, вот, перепало. Ей уже как бы более там такие навороченные телефоны покупают. Так что вот iPhone 8 плюс, и прекрасно я снимаю ролики. Единственное, что нужно будет потом изучить какие-то программы, если вы уже серьезно будете снимать, допустим, для YouTube, потому что такие мастер-классы я просто снимала на телефон и мини-роликами потом их загружала на Google Диск. Вот. Поэтому даже не надо было знания каких-то программ. Но продолжаем дальше. И вот когда я сняла первый свой мастер-класс и выставила его на продажу, и я поняла, что я за первый там день, я уже точно сейчас сумму не помню, какая была, да, на какую я продала, но я поняла, что мне нужно было бы связать там 2 или 3 рюкзака, чтобы заработать вот эту сумму за день, которую я заработала, когда стала продавать мастер-классы. И это дело мне очень понравилось, и я стала уже на свои другие модели тоже снимать мастер-классы. И их выставлять, но только пока в Инстаграм.
я выставляла, потому что других площадок я не знала. И вот в течение года я вязала на заказ и снимала мастер-классы, продавала их в Инстаграм. Но потом в один момент я поняла, что я устала вязать, и я понимаю, что можно зарабатывать больше, а у меня уже на тот момент, у меня уже были цели и планы, что это будет моя основная работа, то есть я поняла, что на это можно хорошо заработать. И не обязательно нужно вязать на заказ. И я стала от этого дела отходить, потому что вот как-то мне надоело вязать одно и то же. Ну, я уже не получала удовольствия. А особенно, когда тебе подряд 10 рюкзаков одного цвета заказывают, ну, вообще просто уже прям трясет себя. И все-таки, когда вяжешь на заказ, ты зависишь от клиента, да, от его желаний. Клиенты бывают разные, капризные, не капризные, но ты все равно зависишь от другого человека. А мне этого уже так не хотелось, мне уже так понравилось, что я работаю сама на себя и ни от кого вообще не завишу. И я потихоньку я стала отказываться от заказов. Единственное, еще иногда меня уговаривали друзья мои. Но еще раз повторюсь, никогда я не снижала цену на свои изделия вязаные. Про мастер-классы это другая тема. Да. И я приняла для себя решение, хотя было немножко даже так страшновато, но вот все, больше не вяжу на заказ, только буду снимать платные мастер-классы. И как только я стала снимать платные мастер-классы, мне пришло предложение сделать свой канал на YouTube. Это очень тоже такая интересная история, я ее часто в интервью рассказывала, но сегодня немножко другая тема. Если вам интересно, вы можете найти мое интервью мне на YouTube-канале, узнать, как я создавала канал. Но на тот момент я не хотела его создавать, когда меня просили, но нужно было. Просто у меня должны были взять одно интервью, и для этого интервью у меня должен был быть свой YouTube-канал. Вот, поэтому мне пришлось его создать очень быстро, я там что-то загрузила, совершенно не зная, как с ним работать. Но немножко вернусь назад, значит, про монетизацию, да, труда нашего, помимо вот мастер-классов, то есть нет, вот про сами мастер-классы, то есть мастер-класс можно продавать за полную стоимость. Хорошо, если у вас еще будет сайт, где он может автоматически, да, продаваться. Сайт я, наверное, только год назад себе сделала. 2 года у меня сайта не было. Я продавала вручную. Но лучше всего мастер-классы продаются на акциях. И вот здесь вы уже не слушаете, когда вам говорят, что вы не цените свой труд, что вы дешево продаете свои мастер-классы, ничего подобного. Да, готовое изделие, я считаю, нельзя обесценивать труд, но мастер-классы – это как товар в магазине, да? Вы, когда приходите в магазин, даже в какие-то там бутики, сезон прошел, или уже что-то там не модное, следующая коллекция, что идут? Распродажи. И самый большой, в принципе, вы можете получить доход от продажи мастер-классов, это именно на акциях. Да, он у вас пусть на сайте висит по вашим красивым ценам, потому что многие туда заходят не только с Инстаграм, но это тоже немножко позже скажу. Вот. А на акциях, вот даже вам пример скажу. Так, у меня вместо чаечка тут водичка, я буду иногда пить, хорошо? Был у меня такой пример. Поехала я прошлым летом в поход, меня пригласили. Но пригласили неожиданно, и до этого я уже выставила пост, что у меня проходит распродажа мастер-классов. И так получилось, когда началась эта акция, я уехала в лес. Это, слава богу, что в том месте, где мы находились, что в лесу ловил интернет. И вот представьте, со всех стран, тогда я вручную продавала, я за день продала около 300, наверное, мастер-классов.
То есть, представляете, ну это сразу я оплатила там дочке за год учебы. То есть, сколько нужно было бы мне вязать изделий, в течение какого времени, чтобы мне заработать вот такую сумму. Так, я немножко тут поглядываю, что вы мне тут пишете. Молодец, спасибо. Вот, и тогда я уже все точно поняла, что все мое вот это вязание на заказ, это уже в прошлом, и я стала больше снимать мастер-классов. Так, я тут себе немножко вот отметила все по пунктикам, чтобы ничего не забыть. Так, вот, про продажу сразу мастер-классов. Я же сказала, что не зацикливайтесь на одной площадке, что продавать их только в Инстаграм. Мастер-классы можно продавать на Etsy, на том же YouTube, на Pinterest, ярмарка мастеров. И есть еще много других площадок, может, не таких популярных, где можно продавать как готовые изделия, так и мастер-классы. Почему-то все, кто попадает в Инстаграм и начинает там работать, зацикливаются только в Инстаграм. Ну, вы поймите, что кругом еще столько разных площадок, где можно продавать, и главное изучить. Вот, допустим, Pinterest, я пробовала изучить эту площадку, я на ней работаю, но я вот даже мини-курсы какие-то закончила, но с ней надо работать. Чтобы она работала так же, как Инстаграм, с этой площадкой нужно работать. Про Etsy я вообще молчу, я даже не лезу. Это надо или брать кого-то себе в помощники, чтобы этим занимался, потому что одной разорваться невозможно. Ну и, конечно, YouTube. Вот я для себя выбрала YouTube, потому что это сейчас, на данный момент, самая популярная площадка. Смотрите, помимо того, что он у меня уже монетизирован канал, что это такое? То есть я закидываю ролики туда бесплатно, YouTube пускает рекламу на мои ролики, и за это я получаю деньги. Вот это называется монетизация канала на YouTube, потому что многие не понимают, что на YouTube можно зарабатывать деньги. Помимо этого, я на YouTube рекламирую свой сайт. То есть, когда вот заходишь на чей-то канал, и там вверху видно вот на баннере кружочек на сайт зайти, кружочек в Инстаграм. То есть у меня с Ютуба народ переходит в Инстаграм точно так же, как с Инстаграма и на Ютуб. И еще у меня есть партнерские соглашения с поставщиками, с крупным поставщиком пряжи. От продаж, по моему промокоду, за каждую продажу я получаю проценты. То есть вот этот способ заработка мне нравится больше всего. Как бы ты ничего не делаешь, ты не тратишь время, ты просто там делаешь рекламу в Инстаграм, на Ютубе, люди сами переходят, клиенты на сайт, покупают по твоему промокоду, а тебе просто в кошелек идут проценты. Вот, это следующий способ монетизации. И не обязательно ждать, девочки, приглашения на такие партнерки, потому что вы можете сами предлагать себя, показывать ваши работы, и многие соглашаются, и это не один такой крупный у нас поставщик, есть и другие, с которыми вы можете оговорить условия и получать проценты за рекламу их фирмы и за то, что у них будут покупать товар ваши клиенты, там, допустим, по вашему промокоду. Это вы уже как договоритесь. Вот сейчас, допустим, мне тоже пришло предложение крупное только по курсам. То есть вот я буду делать рекламу курсу, и за каждую продажу я буду иметь очень хорошие проценты. Вот. Ну, это уже со временем, да, когда уже есть какое-то имя, тогда тебе уже приходят такие предложения. А пока вы только начинаете, вы можете вот сами предлагать, может, даже каким-то некрупным фирмам, да, которые нитками занимаются, свои услуги. Главное, не стесняйтесь и не бойтесь, потому что если сидеть на месте и не предлагать себя, ну, наверное, ничего и не получится, вот, потому что многие просто сидят и ждут, а когда мне там придет предложение, да, какое-то, вот, не надо, ищите сами, я вам просто рассказываю, какими путями можно.
Так, что у меня следующее? Так, про YouTube рассказала. Вот, как только я стала заниматься ютубом, серьезно, потому что сначала я не очень серьезно к нему относилась, я пошла учиться, и я учусь вот до сих пор, я просто все время учусь, потому что настолько все меняется, что в Инстаграм алгоритмы, что на Ютубе, то, что не успеваешь за ними, вот, и чтобы правильно и грамотно вести канал, то нужно знать все эти нюансы, и я постоянно слежу за всеми новинками. Поэтому и вам рекомендую всегда искать какую-то новую информацию. Если вы видите какие-то курсы, идите учитесь. Я вот недавно даже пошла, курсы сторис закончила, с таким удовольствием. Я, конечно, может, все это не применяю, чему я научилась, потому что на это надо время, чтобы красивые сторис делать, снимать. Но мне было интересно, и эти курсы мне немножко даже помогли для ютубных моих, да. Ну, потому что и там съемки, и там съемки. Поэтому, если где-то видите обучение, сторис или не сторис, вообще как снимать на телефон. Я вот смотрю в Инстаграм, очень много бесплатных есть таких предложений. Обязательно идите и учитесь, потому что это вам пригодится, если вы потом захотите снимать мастер-классы или те же ролики уже, потому что у вас свой канал будет на YouTube. Так, следующее, к чему я пришла после YouTube, как и зарабатывать еще деньги, тоже меня к этому, так сказать, сподвинули, дали мне пинка, мне все время давал кто-то пинок. Я благодарю всех людей, они все знают, о ком я говорю, что мне всегда подталкивали. И я, кстати, тоже стараюсь вот своих подписчиков иногда так вот подталкивать немножко. Иногда они меня даже об этом просят. Это уже обучающие курсы. Когда мне предложили, это уже работа командная, создать курс, я вообще была в шоке, потому что я думаю, ну ладно, ролики роликами, и как бы мастер-классы или на YouTube, но курс это уже что-то серьезное. То есть весь мой путь, который я прошла за это время, тогда это было 2 года, когда мы курс свой делали, у меня все было интуитивно, то есть я не обучалась, нет, YouTube это я обучалась, Инстаграм, я не обучалась там, как снимать мастер-классы, я не знала, как собирать подписчиков, то есть у меня все подписчики всегда живые были, ну это только уже когда я в проектах, вот в этом году я, по-моему, в 2 участвовала или в 3, то пришел большой поток, около 15 тысяч, наверное, с проектов пришли, потому что они такие были масштабные, но это пришли люди живые, это пришла целевая аудитория, в таких проектах участвовать это просто счастье для рукодельницы, потому что к вам сразу приходит ваша ЦА, то есть ваши люди, которым это интересно, их не надо где-то искать, или как многие там покупают подписчиков, это вообще никогда не делайте, это уже давно и не приветствуется, потому что смысл от пустых вот этих мертвые души, как я называю, никакого нету смысла. Вот, и мы начали создавать наш курс, и какая была его тема? Жизнь на крючке по правилам и без. То есть я могла рассказать только на своем опыте, дать какие-то полезные советы. Просто я курсы сейчас не буду рассказывать, да, немножко у нас другая тема. Если вам интересно, вы просто в шапке профиля у меня посмотрите, там программа курса. Сейчас он, правда, на доработке, он будет уже обновлен к концу осени. Но мне хотелось, чтобы на этом курсе были все-таки специалисты, и поэтому у меня был и психолог, и маркетолог, и специалист по визуалу, оформлению, и я как бы рассказывая на своем опыте, как я это все делала, как я проходила этот путь, а специалисты уже рассказывали грамотно, как это уже можно сделать быстрее, а вот так вот не идти долго, там, допустим, как я шла. Вот, курс очень интересный, у нас уже 4 потока было. И это уже совершенно другой доход, да, то есть если там мастер-класс стоит 500 рублей, то курс уже там стоит там 1010, там разная ценовая политика. И, конечно, мне уже стало очень интересно заниматься курсами, вот поэтому сейчас мы хотим его доработать, у меня там обязательно будет про YouTube еще часть.
Но кто не может сразу такой объемный делать курс, вы можете какие-то делать мини такие курсы, какие-то узкоспециализированные, наоборот, там, ой, например, как начинать вязать там из джута, да, вот я знаю, есть такие мини-курсы там, или из шнура, ну что-то вот такое там, или как вязать донышки, или, ну вот какую-то найти узкую тему и сделать такой мини-курс из нескольких уроков, просто чтобы это не был мастер-класс такой там 15-минутный, а уже может рассчитан даже на несколько дней. И у меня даже девочки, которые учились у нас на курсах, они потом очень быстренько это все поняли, что так можно такие мини-курсы делать. И они вот создают такие курсы и продают хорошо, и работают. Вот. Поэтому это вам тоже как идея. Так, давайте немножко посмотрю, что я слушаю, думаю, вряд ли у меня что-то получится. Нельзя так думать, на все нужны деньги, чтобы продвигаться. Так, давайте скажу, нужны деньги, чтобы продвигаться. Вот смотрите, у меня, в принципе, вот изначально, когда я стала снимать, я вам сказала, у меня вложений не было. Телефоны я никогда дорогие не покупала, техники у меня никакой нет. Вот лампу я себе круговую, вот, которая на меня светит, я просто вам ее не могу сейчас показать, и здесь сразу штатив с телефоном, я купила буквально, ну не знаю, 1,5 месяца назад. Так, девочки, дайте я на время посмотрю, ага. Купила я ее, так, в белорусских вам, чтобы это вы не поймете, долларов за 30, наверное. Раньше мне ее не было. У меня была, сейчас вам покажу, вот такая вот обыкновенная лампочка, вот, настольная. И с этой лампой я снимала все свои ролики. На YouTube 170 штук и все, что я снимала в Instagram. Поэтому я считаю, что здесь вложения небольшие. И снимаю все время я на белом холсте, который можно купить в любом художественном магазине. А еще сейчас столько много фотофонов разных, которые можно приобрести тоже недорого. Вложения у меня шли, скажу вам честно, только в мое образование. И я курсы покупала недешевые, но то, что я зарабатывала, я не просила. Да, я могу вообще не работать и просить у мужа деньги, но я однозначно себе решила, что я просить у мужа деньги не буду. Даже если я хочу купить какой-то курс, я заработаю на него и куплю. И обычно на эти все курсы я зарабатывала... Про совместники вот сейчас вам тоже расскажу, потому что это тоже как бы продажа мастер-класса. Но совместник это уже немножко другое. Это такой масштабный, быстрый приход денежных средств, когда они вам нужны. Вот. И поэтому я деньги, которые зарабатывала, я их не тратила там на что-то там, ерунду какую-то, а я покупала курсы, и я училась. Это вот про вложения, сколько надо вложений. И вот сейчас тогда я уже расскажу про совместное вязание, что-то так быстро полчаса пробежало. Кто не знает, да, вот я все-таки все упор делаю больше на вязальщиц, да, хотя я уверена, что у меня сейчас не только вязальщики, вязальщицы, это можно с любым видом деятельности рукоделия проводить совместное. Ну, у нас вязание, там, может, совместное, там, шитье кукол, да, там, или что-то там, не знаю, брошки какие-то, украшения делать. Суть и смысл совместников. Когда у меня выходит новый мастер-класс, я его продаю за ту цену, ну, которую я сразу обозначила. Но если кто-то хочет поработать в компании единомышленников, повязать, обычно на это я где-то месяц даю, то оплачивает меньше сумму, и я собираю группу, обычно она где-то от 50 человек, группа от 50 до 150. Вот, вы собираете людей в этот чат,
и предлагайте им за то, что они в течение месяца свяжут вот это изделие, соответственно, они у себя в постах будут вас отмечать, это та же реклама для вас. Потому что они отмечают, все время пишут ваш профиль, определенно пишут какой-то хэштег, смотря что они вяжут, да, и когда к вам заходят ваши подписчики, им интересно, ой, а где это она там, что там за совместник? То есть это не просто заработок денег, как для меня это еще хорошая реклама. А так как у меня девчули такие активные, и они мне везде кидают в сторис постоянно на совместниках, то есть везде в сторис у них там я у Татьяночки, я у Софт-Декор, за счет этого приходят еще люди. Ну, а в чем их интерес на этом совместнике? Они через месяц, когда у них уже готовы, кто успел, не все успевают связать изделия, я им даю какой-нибудь подарок, какой-то приз, а может быть личную консультацию, об этом дальше тоже поговорим. То есть я их заинтересовываю. Ну вот, допустим, как раньше у меня совместники проходили, и, в принципе, так все мастера работали, то вот когда совместник заканчивался, я выставляла работы девочек, и все голосовали, у кого лучшая работа, и тому уже доставался приз. Мне это категорически не нравится, когда выбирают одного там или двух человек, потому что все старались, все работали, на совместник же приходят не только опытные вязальщицы, у меня столько девочек с нуля приходило, которые первый раз держали в руках крючок, и, соответственно, они не то, что еще хорошо вязать не умеют, они фотографировать не умеют, но у них такие шикарные, кстати, вот и работы получались у девочек, и поэтому я сама в конце совместника, я их не выставляю на всеобщее голосование, а я генератором чисел выбираю, обычно 3 победителей, и дарю им разные призы. Вот, такая суть совместника, то есть вы понимаете, быстрый заработок, и это хорошая реклама, так как вас рекламируют в других профилях участники. Так, про акции я вам рассказала, вот еще очень интересная, правда, у меня пока еще этого нет, это клубы. Клубы и платные чаты, где вы собираете тоже единомышленников и что-то там обсуждаете. У меня уже давно была эта идея, эта тема, сделать клуб платный, потому что я сама состою в таких клубах, мне очень нравится, но они не связаны с вязанием. В одном я уже больше 2 лет, в другом чуть-чуть меньше. Но суть для вас, да, если вы делаете такой клуб, это люди, которые туда приходят, они платят как абонплату каждый месяц. То есть это ваш постоянный заработок каждый месяц. Вы уже знаете, сколько примерно у вас там человек, кто-то, может, потом выйдет, кто-то придет новый, но вы уже знаете, что у вас будет какой-то постоянный каждый месяц доход. И у меня скоро такой клуб будет, я пока над этим работаю, у меня уже есть единомышленники, в одном направлении мы его сделаем. Ну, наверное, же все догадываются, в каком. Ну, об этом чуть-чуть позже, да, пока не буду рассказывать. И я считаю, это вот тоже такой хороший вариант. Вот мне очень нравятся партнерские соглашения, да, вот такие клубы, очень бы мне хотелось такой клуб. Понятно, что сайты приносят доход, но, конечно, это хочется все очень масштабировать. И вот я всегда, ну как всегда, последние 2 года я для себя всегда вот повторяю такое, мне понравилось, я услышала у одной девушки, хочу мало работать, много зарабатывать. Вот, то есть я мало работаю, много зарабатываю. Надо же утвердительно все говорить. Но тут не то, что ты мало работаешь, ничего не делаешь, а что ты не делаешь это физически. То есть эти доходы пассивные откуда-то идут. И это вообще, сейчас расскажу, почему. И я столкнулась с этим, когда убедилась, как это классно, когда у тебя деньги идут с разных источников, чтобы их было 3, 4, 5, лучше вообще еще больше. Сразу расскажу еще про один источник, так, еще время есть. Это, так, что делают в клубах? Клубы, тот, кто создает этот клуб, делится полезной информацией, которую считает довольно-таки
продаваемый, так скажем, да, не на вот так вот всем, пожалуйста, ловите эту информацию, про какие-то фишки. Ага. И делится этим вот в этих закрытых клубах. Что-то полезное, может, по вязанию, если какие-то вязальные делают, какие-то, может, что-то новые приемы. Я не была в вязальных клубах, честно вам скажу, я была в других клубах, да, и клуб у меня тоже будет не вязальный. Поэтому про вязальное не скажу. Но, как мне рассказывали, что девочки, да, мастера делятся какими-то своими фишками, которые они не выставляют на продажу. Сохраните, пожалуйста, эфир. Конечно, девочки, да, все сохраню. Так, следующий еще один источник – это личные консультации. Ну, понятно, что личные консультации уже, наверное, может давать мастер, ну, который же хоть немножко поработал, да, и чему-то может научить. Ну, вы сами понимаете, что личные консультации, они не дешевые. И я сама лично, вот когда даже училась на курсах, я просила личные консультации у своих кураторов, я платила за это деньги, чтобы вот лично мне конкретно ответили на мои вопросы. Такие консультации я тоже проводила, и проводила со своим маркетологом, такие совместные у нас прям в зуме были. Это обалденная, конечно, информация, там у нас есть и часовые, есть и 1,5 часа, и мы как-то особо это не афишировали, это когда вот была пандемия, мы практиковали, но об этом будет информация у меня тоже позже в шапке профиля. Вот, это тоже один из вариантов дохода, и он очень хороший в плане, что он оплачиваемый, и вы затрачиваете меньше времени, чем, допустим, снять же тот, да, мастер-класс и выставить на продажу. Поэтому, к чему я все это говорю, вам рассказываю. Вы можете выбирать любые пути, смотря на каком вы этапе, да, находитесь, только вы начинаете. Если вы только начинаете, начните вообще пока хотя бы с мини-роликов минутных, как я начинала, чтобы вы не боялись выставлять, ну, себя вы там не выставляете, понятно, выставляете только руки свои. Ну, в Инстаграм же он минутный, попробуйте, снимите, выставите его у себя в профиле. Между прочим, я набирала подписчиков именно вот такими мини-роликами. И посмотрите, какие будут отзывы, какие будут комментарии, что вам будут писать. Если вот вам скажут: вау, класс, мне так нравится, следующий снимайте. И главное, не думайте, как недавно у меня тоже в комментариях девочки писали, что все уже связано-перевязано. И что? Ну, у нас и бабулечки еще это все вязали. И что, сейчас не вяжут? Вяжут. Я когда... Так, у кого-то идет голова кругом. Девочки, много информации, да? Сейчас у нас уже мало осталось, 20 минут. Я когда вот начинала вязать, да, не умеючи, я не знала, как держать этот крючок, как правильно, я не знала название, там вот это вот с накидом, без накида, там вот эти все вязки. Я просто включала YouTube-канал, и я даже не знала, что забивать там в поисковике. Я просто смотрела все, что вязание подряд ролики. И знаете, как я выбирала? Начинаю слушать. Вот, казалось бы, один и тот же узор, да, допустим, 4 мастера. Ничего не видно. Второй смотрю, такой же узор. Она так вот быстро вяжет, еще как-то в бок, ничего не понятно. Третья, мне голос не нравится. Вот не нравится мне голос, я не смотрю. Четвертый, мне руки не нравятся, понимаете? И вот пока найдешь своего мастера, который тебе полностью будет удовлетворять, и ты будешь вязать по его ролику. Между прочим, я когда вот делала свой канал, я всегда пыталась создавать такие ролики, по которым бы я сама хотела вязать. Вот честно. И я даже сейчас иногда смотрю, когда я начинала, у меня там какой-то цветной маникюр, там модно тогда было, черные какие-то ногти. Я такая думаю: боже, как меня люди смотрели. Вот я бы сейчас уже такой не смотрела. Нельзя с таким маникюром, даже светлый был. То есть я сама на себе даже и учусь.
Как снимать ролики. Так, это я, девочки, уже смотрю, а то потом же не увижу, что вы мне там пишется. Вот, не все ролики подходят именно тебе, да, верно. И поэтому вот кто только сейчас хочет начинать снимать мастер-классы, вот вообще выкиньте это из головы, что вязано-перевязано. Главное, делайте все качественно, и вас будут с большим удовольствием смотреть те же там и крестики, и эти столбики с накидом, если вы будете это красиво делать. И поймите, что каждый день приходят сотни, тысячи новых мастеров. Да, я тоже, давайте, не буду только про вязание, а про всех рукодельниц в разных областях, новички, и мы все время забываем про этих новичков. Мы почему-то думаем, что нас уже смотрят только там вот мастера, которые тут уже крутятся в Инстаграм. Ничего подобного, сотни, мне просто пишут, сколько новичков. Я тоже раньше так думала, ай, ну что-то вот надо новое, что-то замудрить, там, примудрить, какие-то вот эти узоры, а я понимаю, что у меня лучше всего продавались и продаются самые простые модели. Вообще, вот когда у меня этот мини-шопер, который, ну, просто по кругу столбиками без накида связала, все, 2 ручки. Вы не представляете, сколько я его продала, или ту же дольку, где просто круг и полукруг, в принципе, тут, ну, опытный мастер сам может догадаться, 1000 продаж, 1000, не сотни, поверьте, поэтому не надо там что-то уже такое мудреное выдумывать, новичкам нужны именно вот такие простые модели. Татьяна, спасибо, эфир бомба, всю информацию для себя на заметку. Очень приятно, девочки. Для каждого ученика свой учитель, это однозначно, да. И вот пока еще время, девочки, у меня не закончилось, я хочу сказать, как же мне помогла вот эта работа онлайн в 2 ситуациях в моей жизни. Первое, это когда в этом году случилась пандемия, да, в марте месяце, и для нас так это все было страшно, особенно кто работает на работах, на которых надо ходить, и я видела, как мои друзья остались вообще совершенно без денег, потому что, ну, в Беларуси, как вы знаете, нас не закрывали на карантин, и никакие выплаты никому не делали, то есть люди просто сидели дома без работы. И насколько я была сама себе благодарна, что я начала все-таки, вот у меня какая-то интуиция была, что надо вот онлайн работать. У меня выросли продажи за это время. Вот пока вот весь мир сидел в карантине, все же сидят дома, и вязальщицы, а у меня же покупают с разных стран. У меня покупали бешено мастер-классы, я уже старалась делать акции, многим я даже отправляла бесплатно, девочки, которые в очень тяжелые были ситуации, даже в Италию, в Испанию отправляла. И для наших России, Беларуси, Украины я делала скидки, но они у меня как пирожки разлетались, у меня заработок был намного больше, чем без пандемии. Вот. И поймите, что мир так непостоянен, и мы всегда можем оказаться в такой ситуации, и всегда надо иметь какой-то дополнительный доход, чтобы так не получилось, что вот я ходила там на работу, а работу закрыли, и все, и мне, ну, нету средств для существования. И второй случай, так скажем, не очень веселый. Все вы знаете, что я из Беларуси, и когда... Сейчас попью водичку. И когда вот этот первый день выборов был, нас отключили полностью, всю страну, не было интернета. Не было 3 дня, мы не могли ни в соцсети выйти, никуда. Какая там работа, да, то есть мы ни в Инстаграм ничего не могли выставить, ничего не могли продавать, и дело даже не в этом, что мы не могли выставлять, а дело в том, что даже когда и включили интернет, мы психологически очень многие, мы не могли ничего делать. Я вот крючок, честно вам скажу, вот уже прошло больше месяца, я только пару дней назад взяла крючок вязать.
Это хорошо, что у меня были какие-то старые мастер-классы платные, я их переводила на бесплатные, потому что YouTube надо все время поддерживать, его нельзя останавливать, это такая машина, если вы туда вяжетесь, все, это надо обязательно ролик 2 в неделю, иначе, ну, все на смарку. И вот это меня спасло. И спасло то, что несмотря даже, что не работал интернет, не шел доход. Мне шел доход от партнерки. От YouTube однозначно меня смотрит 70 стран, больше, чем в 70 странах. Доход-то все равно идет, и неважно, есть у меня интернет или нет, потому что он идет на там определенный кошелек. Вот я к чему, что чем хороши заработки еще где-то, что вы даже от интернета не зависите. Ну да, конечно, там не все время, но вот как я попала в такую ситуацию, что 3 дня его не было, я без денег все равно не осталась. Вот к чему я хотела вам это все рассказать. Я надеюсь, так, еще у нас есть время, чтобы я ответила на ваши вопросы. А как вы за границу работали, МК вели на английском? Вы имеете в виду платные мастер-классы? Знаете, платные мастер-классы у меня именно иностранки покупали только, наверное, две турчанки, 1 бразильянка и 1 там с Америки. Ну, я их предупреждала, что у меня нет перевода, поэтому они без перевода у меня покупали. А в основном в других странах у меня русскоязычные покупали вязальщицы. А на YouTube-канале у меня там по 10 языков перевода на роликах. Очень переживали. Спасибо, девочки. Благодарю, Татьяна, очень полезная информация. Девочки, если я чьи-то вопросы пропустила, вы мне еще раз напишите, потому что там такой поток шел, я боялась оторваться, потерять мысль. Поэтому, если я там на чьи-то вопросы не ответила, вы мне еще раз продублируйте, я отвечу. Я очень давно, девочки, не вела эфиры серьезные, для меня сегодня я немножко волновалась. Раньше я как-то в таком режиме их все время вела. Вы знаете, я приглашала других мастеров, у меня где-то эфиров 15 было с такими именитыми, классными девчонками, мастерами. И вот отвыкла, надо уже чаще выходить в эфир. Молодец, благодарю вас, спасибо. Кого посоветуете поучиться вести Инстаграм? Спасибо. Ребят, сейчас столько курсов, как вести Инстаграм, мне кажется, уже кому только не лень. Конечно, я посоветую у себя на курсе, да, он в конце осени будет выходить. Очень хорошо рассказываете, спасибо. Девочки, еще у меня, кстати, это было в планах рассказать, про мастеров, с которыми вы общаетесь, про ваших коллег. Пожалуйста, общайтесь, дружите, потому что благодаря моим коллегам всем, вы, наверное, кто смотрит мои сторис, видите, мы постоянно рекламируем друг друга, мастер-классы, совместники, у кого новые ролики на YouTube выходят, то есть у нас такая взаимоподдержка, взаимопомощь, вы не представляете, и это играет очень большую роль, очень. Не считайте, что вы конкуренты, вы все разные, понимаете, ну, не могут быть мастера одинаковые, у них и мастер-классы все одинаковые, и преподносят они все по-разному, и у каждого там, ну, свой подход к подписчикам, ну, дружите, это очень здорово. Я просто знаю тут много девочек, которые дружит со мной. Спасибо, Татьяна. И я хочу вам всем сказать спасибо вообще за всю помощь, все, что вы для меня делали. Спасибо. Спасибо, Татьяна, очень ценная информация. Я вот никак не решусь создание мастер-класса. Не бойтесь. Вот серьезно, я приду к вам, Танечка. Спасибо, что вы есть. Девочки, мне, конечно, очень хотелось бы сказать, что у нас это все есть на курсе, да, будет и как мастер-класс снимать, и про YouTube, но я пока не могу вам дать эту информацию, потому что он в стадии доработки, там очень большой будет новый блог, и я пока вам не могу точно даже сказать, что там еще будет. То, что там есть, вы можете в шапке профиля посмотреть,
А, там есть, Танюш, давай эфиры вести, давай. Леночка, вот вы знаете, вот Леночка, которая мне написала, Танюш, давай эфиры вести, у нее на ютюбе два канала, на одном почти 500 тысяч подписчиков, на другом больше 600. Вот, у Лены замечательные просто каналы, там столько у нее всяких узоров, так что вот, девочки, смотрите, вот где студия Елена Руголь, правильно, Лена, не знаю, как правильно фамилию твою сказать. Вот случайно, кстати, мы познакомились на YouTube, и я сама познакомилась с Леной, я увидела, сколько у нее много подписчиков, и написала ей, Лена с Украины, говорю, все, давай дружить, вот мы дружим. Так что вы тоже не бойтесь знакомиться. Я так нашла очень много интересных друзей. Как технически совершить первую продажу? Достаточно, чтобы у вас была карточка, тот человек, который хочет у вас купить мастер-класс, вы отправляете свои данные, он вам пересылает деньги, и вы отправляете по почте ссылку. Я так продавала, и сейчас иногда продаю. Спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, запись эфира будет? Будет, девочки, да. Точно. Спасибо большое за моральную поддержку. Вот, у вас еще есть время, 5 минут, поэтому, пожалуйста, можете еще спрашивать меня. Да, вот мне надо успеть просто вовремя сохранить эфир, чтобы он сохранился. Поэтому еще парочку минут есть. Спасибо, Ольга. Ну, вы мне хотя бы напишите, вам хоть немножко было полезно сегодня, хотя бы там, не знаю, там смайлики какие-нибудь, или да, или там пальчики. Не зря ли я провела эфир, не потратили ли вы зря этот час? Подскажите, как рассчитать цену, по которой продать изделие. Я рассказывала в начале, вы можете в записи потом посмотреть. Девочки, эфир будет в ИГТВ все время доступен, будет висеть, я не буду его удалять. И сутки повисит еще как пост, если он сохранится как пост, что-то последний раз у меня не сохранился. Эх, я опоздала, жалею. Не жалейте, посмотрите все в записи сначала. Скучали, да, Светочка, я тоже скучаю. Буду опять приглашать мастеров, девочки, буду приглашать вас в гости. Лена, все, вот себя точно приглашу. Конечно, полезно. Спасибо, девочки, обязательно посмотрите запись, да, полезная информация. Украина, я понимаю. Спасибо. Поздно зашла, посмотрите в записи, да, подкинулись. Вот, класс, если вам хоть мои несколько идей помогут, рада была вас слышать, спасибо. Спасибо, девочки, спасибо. Вот, стараюсь читать ваши комментарии, потому что кто будет смотреть запись, они их не увидят. Как вы устанавливаете правила пользования платными МК? Вопрос про распространение купленного МК. Никак. Я никак. Я не отслеживаю. Очень полезный, интересный эфир. Спасибо. Мне просто вот даже не хочется этим голову забивать. Ну, я как-то всегда так людям верю. Конечно, может быть распространение дальше МК, но я это не контролирую. Спасибо большое. Спасибо, вы меня всегда вдохновляете. Татьяна, спасибо. Так, Оксаночка, спасибо, умница, спасибо, много полезной информации, полезно. Я даже записала, ой, правильно, вот, девочки, вот я забыла вам с самого начала сказать, чтобы вы ручки приготовили. Спасибо, было очень полезно. Спасибо, девочки, все, время наше подошло уже к концу. Лучше я немножко раньше закончу на пару минут, но чтобы эфир сохранился. Спасибо вам большое за внимание. Если вас какие-то интересуют еще темы, пишите мне, пожалуйста, в директ. Я что-нибудь еще проведу тогда эфир для вас, или, может, с какими вы хотели бы и мастерами встретиться. Вот, можете мне тоже писать. А я с девочками поговорю. Знаете, как тяжело их уговаривать? О, очень тяжело. Бояться. Очень рада вас видеть. Спасибо, спасибо, мои хорошие. Все, рада новым подписчикам. Если кто-то пришел ко мне сегодня первый раз на мою страничку, будем дружить. Спасибо. Все, девочки, завершаю. Мира и добра всем.